Дорогие зрители канала Сотник ТВ, друзья, все последние годы я предупреждал вас о том, что путинский режим превратился в фашистский. Я повторял вам понятные аксиомы. Такие режимы сами не уходят и изнутри не побеждаются. Такие режимы провоцируют большие мировые войны и сгорают в них сами, при этом испепеляя огромное количество людей. Фашист Путин пришел на взрывах домов и войне в Чечне. И логично уйдет в результате внешнего поражения в очень большой войне, которую сам и начнет. В мое предупреждение, что это событие неизбежно, мало кто верил. Меня называли алармистом, паникером, чертовой Кассандрой. И ведь действительно очень не хотелось верить в эту дикость. Но не случиться это не могло. И руководство, и большинство населения России офашизели настолько, что буквально томились жаждой повторения войны в виде какого-то безумного праздника, какого-то триумфального парада, парада завоевателей. Одевались в гимнастерки, обматывались колорадскими ленточками, упивались своей ненавистью к Западу, Украине, да ко всем подряд. Они мечтали получить какую-то имперскую сатисфакцию. То, что происходит сегодня, логичное начало конца фашистской империи. Своей угрозой нанести странам ущерб, с каким вы в своей истории еще никогда не сталкивались, Путин поставил вне человеческих законов весь так называемый русский мир и русскую цивилизацию. Понятно, что речь идет о готовности нанести ядерные удары по союзникам Украины, по Европе, по США. Это объявление войны всему цивилизованному миру. Теперь за словосочетание «я русский» во всем мире будут давать в морду. Теперь имперских орков будут гнать отовсюду. Но в данный момент они уже творят большую беду в Украине и натворят еще немало. Президент Украины Зеленский призвал срочно создать антипутинскую коалицию. Думаю, что это надо было делать еще вчера и позавчера, а сегодня так просто жизненно необходимо. Я как общественный деятель и просто как гражданин страны-агрессора, уж простите меня, так получилось. Я призываю коллективный Запад немедленно ввести тотальные санкции и эмбарго в отношении путинской России. По всем направлениям, тотально. Прервать все контакты с фашистской Россией. Дипломатические, политические, торговые, коммерческие, культурные, все. Незамедлительно арестовать западные счета и недвижимость всех российских олигархов, чиновников и аффилированных с ними лиц. Прекратить выдачу виз всем без исключения россиянам. Разорвать дипломатические отношения с фашистской Россией и депортировать так называемых путинских дипломатов, которые еще находятся на Западе. Это не дипломаты. Признать Путина и все руководство Российской Федерации военными преступниками. Исключить Россию из Совета Безопасности ООН и объявить войну фашистской России. Подобную страницу в истории человечество уже пролистывало. К сожалению, этот горький урок усвоен не был. Я хочу отдельно отметить, что коллективную ответственность за происходящее несет как весь многонациональный народ России, не только не сопротивляющийся режиму, но и поддерживающий его, так и коллективный Запад, который десятилетиями вступал в сладкую коллаборацию с Путиным. Продажные и озабоченные политики, бизнесмены и крупные корпорации, такие как Google, Facebook, Apple и другие. За все это придется заплатить дорогую цену. Это уже очевидно.
Если вы думаете, что Путин удовлетворится одной лишь Украиной, то вы глубоко заблуждаетесь. Он пойдет войной дальше, на Грузию, на страны Балтии, на Польшу, на Финляндию, дальше. И если его жестко и всем миром не остановить прямо сейчас, завтра этого мира просто не будет существовать. Дорогие украинцы, друзья мои, я желаю вам сил и храбрости, мужества и отваги. И, конечно же, воли к победе. Я верю, что Украина победит. Я верю, что она отстоит свою свободу и независимость. И ее победа обернется позорным и сокрушительным поражением фашистской империи, которая, надеюсь, наконец исчезнет с политической карты мира навсегда. Слава Украине!